Хотя Сяо Янь приложил невообразимое количество усилий по сравнению с обычным человеком во время своего тренировочного пути, его путь все равно казался легким и плавным. Такого чувства, когда за десятилетия не продвинуться ни на дюйм, он никогда не испытывал и не желал испытывать. Возможно, этот путь придется пройти многим, но он знал, что для него, практикующего технику сжигания, путь обретения силы будет отличаться от других. Однако этот путь будет также гораздо более рискованным, чем обычные тренировки. Сяо Яню потребовалось 16 лет, чтобы подняться с 3-й ступени Доу-Джи, ученик, до уровня святого Доу-Шен одной звезды. Однако его рост в классе святого поражает еще больше. От святого одной звезды до императора Доуди ему потребовалось всего 6 коротких лет. Должно быть известно, что 1000 лет назад тем экспертам, которые достигали вершины сферы святого Доу-Шен, требовалось как минимум сотни лет, а то и тысячелетия, чтобы сделать еще один шаг вперед. Но все не так просто, и это преодоление уровней далось Сяо Яню высокой ценой. Какие же невероятные возможности предстали перед Сяо Янем, что позволили ему прорваться в класс бога Доуди всего за 6 лет? Интересно? Первое. Удачное очищение эссенции крови желтого источника святого очищающего демонического лотоса и посредством слияния и закалки своей родословной после тяжелого ранения, прорыв до святого 2 звезд. Скрижали желтого источника, находящиеся в запретных землях клана 9 глубинных питонов, Сяо Янь получил эссенцию крови желтого источника, остаточную кровь, оставленную святым демоническим лотосом очищения, существом, достигшим полуимператорского уровня в древности. Очистив эту эссенцию и поглотив, он достиг поздней стадии святого одной звезды, а позже, в напряженной битве с 3 королями драконов, Сяо Янь был тяжело ранен. Однако, по воле случая, конечно же, в нем неожиданно пробудились смешанные силы клана Сяо, клана Гу и императора драконов. Это мощное слияние пронзило его тело, исцеляя раны и одновременно переводя его с поздней стадии святого одной звезды прямо к уровню святого 2 звезд. К этому моменту сила его физического тела достигла уровня, сравнимого с силой древнего племени драконов пустоты. Второе. Удачно поглотив сферу происхождения души, сгустившуюся из миллионов душ, он достиг небесного совершенства, а его сила продвинулась до средней стадии святого 2 звезд. Уничтожив отделение зала душ, Сяо Янь захватил сферу происхождения души, сгусток душ, который зал душ годами собирал. Эти души принадлежали могущественным экспертам центральных равнин, каждая из которых содержала в себе чрезвычайно чистую и мощную энергию души. В процессе поглощения душа Сяо Яня непрерывно закалялась и трансформировалась под мощным потоком энергии. Его сила души успешно прорвалась из поздней небесной сферы в великое совершенство небесной сферы, и его совершенствование продвинулось до средней стадии святого 2 звезд. На этом уровне он мог бы молча, без усилий, исследовать даже экспертов почтенного воина пикового уровня и мог в совершенстве контролировать и объединять несколько видов небесного пламени. Даже Яо Лао не мог не восхититься и не похвалить его. Духовная сила Сяо Яня намного превосходила силу обычных святых того же уровня. Третье. Удачно подчинив очищающее пламя лотоса, он поднял свою боевую мощь до уровня 5-звездного Доушен. Очищающее демоническое пламя лотоса, занимающее 3-е место в рейтинге небесного пламени, обладает ужасающей силой, способной очистить все сущее. Его бывший хозяин, святой очищающего демонического лотоса, когда-то достиг полушага сферы Доуди. В пространстве небесного пламени Сяо Янь столкнулся с небесной очищающей древней формацией, созданной самим пламенем, которая стремилась очистить все живые существа в этом пространстве, превратив их в своих огненных рабов. К счастью, с помощью остаточной души очищающего демонического святого лотоса, после 2 лет упорных усилий, Сяо Янь успешно овладел очищающим демоническим пламенем лотоса. Этот прорыв позволил ему перейти от средней стадии святого 2 звезд сразу к ранней стадии святого 5 звезд. После того, как его дао-ци была закалена сущностью источника пламени, его базовая боевая сила значительно превзошла таковую на том же уровне. В
ходе этого процесса родился огненный дух, способный сгущать лотос пламени ярости Будды и позволить Сяояню преобразоваться в тело слияния человека и пламени. Неплохо, да? 4. Удачно усовершенствовав силу 9 таинственных золотых молний, он перешел на позднюю стадию Святого Пяти Звезд. 9 таинственных золотых молний появлялись только после очистки золотой пилюли 9 уровня. Каждый раз, когда появлялась эта молния, сотрясалась земля, мир содрогался, и даже элитные доушены казались крошечными и ничтожными перед мощью этой молнии. В некоторых древних книгах есть записи о необычных природных явлениях, возникающих, когда алхимик, достигший вершины, очищал золотую пилюлю 9 уровня. Это высшая форма энергии грома, самая страшная и самая несокрушимая молния между небом и землей. Пройдя раннюю стадию пятизвездочного святого, Сяоянь погрузился в глубину озера, чтобы усовершенствовать марионетку Северного Короля и укрепить ее фундамент. Используя небесное пламя, чтобы втянуть молнию в свое тело, он столкнулся с жестким отпором. Его доуци вышло из-под контроля, под натиском громовой молнии. Однако, полагаясь на очищающую мощь демонического пламени лотоса, он постепенно усовершенствовал 9 золотых молний. Это не только значительно обогатило его фундамент доуци, но и позволило ему овладеть слиянием грома и пламени. В конце концов, он стабилизировал свое развитие на поздней стадии пятизвездочного святого. Этот прорыв впоследствии оказался решающим, когда клан Хунь внезапно напал на клан Гу. 5. Переработка части таинственной пилюли 9 уровня и полная доработка этой таинственной пилюли. Удачно приняв таинственную пилюлю 9 ранга, он достиг среднего этапа Святого Шести Звезд. В зале пилюль клана Гу Сяоянь использовал многочисленные редкие небесные и земные сокровища, чтобы очистить таинственную пилюлю 9 ранга, энергетическая чистота которой значительно превосходила чистоту обычных пилюль сокровищ 9 ранга. Лекарственная сила хлынула, словно бурная река, пронизывая и закаляя его меридианы. Безграничная энергия в его теле взбесилась, хотя он временно подавил ее. Ему все еще нужно было быстро очистить энергию пилюли, иначе он рисковал самоуничтожением. Под защитой Гу Сяоянь сумел очистить часть энергии пилюли, достигнув уровня святого 6 звезд. И, наконец, проведя 11 полных дней в клане Гу, он полностью очистил таинственную пилюлю 9 ранга и достиг средней стадии святого 6 звезд. Следующий этап – 6. Прием пилюли «Молниеносная катастрофа». Ее можно было считать довольно загадочной лекарственной пилюлей. Ее основным ингредиентом было нечто необычное. Это была пилюля «Молния». Усовершенствовав лекарственную пилюлю с помощью молний и добавив множество лекарственных ингредиентов и ядро зверя, пилюля, безусловно, будет выдающейся. Сяоянь достиг 7 звезды святого. Удачно очистив пилюлю молниеносного бедствия, он достиг 7-звездного святого. Используя 9 таинственных золотых молний, полученных из озера пустоты в качестве основного ингредиента, Сяоянь, дополнив ее множеством редких материалов, создал необычную таинственную пилюлю 9 класса, пилюлю молниеносного бедствия или катастрофы, вершину своего уровня. И когда пилюля обрела форму, она вызвала ужасающую небесную молнию бедствия. Сяоянь использовал эту молнию для дальнейшего смягчения и очищения лечебной сущности пилюли. Затем, поглотив его, энергия громового происхождения пилюли слилась с его доуци, высвободив силу, намного превосходящую силу любой обычной пилюли. В результате культивирование Сяояня взлетело со средней стадии святого 6 звезд до святого 7 звезд, ознаменовав еще один решающий скачок на его пути к превосходству. На этом уровне с ним будет происходить много интересного. И последний шаг – Доуди. Об этом мы поговорим в отдельном видео. Как он достиг ранга бога. Это будет очень интересно. Но вы только вдумайтесь, все это произошло за 6 лет. Сяоянь стал святым одной звезды, когда ему было примерно 29 лет. И уже в 35-36 лет он стал Доуди. Возможно, это самый невероятный показатель в истории, поскольку возраст практически всех святых 9 звезд на пике, например, Сяо Сюаня, Гу Юаня или Хунь Тяньди, составлял 1000 лет.
Как вам? Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам такой рост Сяо Яня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.